Верховный суд защитил добросовестных покупателей автомобилей. Верховный суд России подтвердил действие нового принципа: добросовестный покупатель не расстается со своей машиной, если на ней висят чужие долги. Теперь можно смело сказать, что новая система защиты работает. У человека не заберут машину, если он перед покупкой проверит ее у нотариуса. В своем решении по конкретному делу Верховный суд подтвердил это. А суды по всей стране уже стали менять практику и оставлять машины людям. Сегодня нотариат ведет специальный реестр, в котором отмечаются автомобили, числящиеся в залоге. Проще говоря, за этими машинами тянется шлейф долгов, и купить их можно только с этими самыми долгами. В такую ловушку уже попали тысячи граждан. Человек покупал на вторичном рынке автомобиль. А потом оказывалось, что некогда эта машина была продана в кредит и находится в залоге. Предыдущих хозяев и след простыл, так что человек оказывался перед выбором: либо платить по чужим долгам, либо расставаться с машиной. Раньше закон в этом случае всегда был на стороне банка. У покупателя же, ставшего крайним, оставался и третий путь: найти продавца и по суду взыскать с него деньги. Но этот вариант, как слишком фантастический, мало кем рассматривался всерьез. В большинстве своем люди оставались в слезах и без машины. Ситуация стала меняться несколько лет назад. Был принят закон, предусматривающий создание реестра уведомлений о залогах движимого имущества. Оператором реестра является Федеральная нотариальная палата. А в 2014 году вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, фактически превращающие справку от нотариуса в бронь. Если заложенной машины по каким-то причинам не оказалось в черном списке, покупатель не виноват. Тем не менее, у правоведов были некоторые опасения, как суды начнут трактовать данную норму на практике. Может, где-то есть подвох, незамеченный законодателями? Похоже, сомнения не оправдались. Суды уже нарабатывают защитную практику. Например, недавно Липецкий областной суд в апелляционной инстанции отклонил иск банка, требовавшего забрать у добросовестного покупателя машину. Автомобиль был продан в кредит в марте 2013 года. Но уже в апреле того года должник продал машину другому человеку, а сам куда-то исчез. Новый хозяин продал авто 14 января. При этом последний покупатель навел справки в реестре, там данное авто не значилось. Официальный ответ от нотариуса и спас покупателя от больших неприятностей: суд второй инстанции отклонил иск банка. Любопытно, что банк то ли попытался схитрить, то ли просто проявил нерасторопность, но 21 января, то есть через неделю после продажи, он внес машину в реестр. И интересно, чем банковские клерки занимались предыдущие 1,5 года, когда стало ясно, что должник не платит? Как бы то ни было, суд логично решил, что банк опоздал. Другое аналогичное дело рассматривалось в Краснодарском крае. Там человек не стал проверять Hyundai Elantra 2010 года по реестру уведомлений. Дело было летом 2014 года. Возможно, гражданин был еще не в курсе последних изменений в законодательстве. Тем неприятнее было узнать уже в суде, что на машине висит 600 тысяч кредитных рублей. Так как крыть человеку было нечем, машину у него забрали. Реестр уведомлений о залогах движимого имущества на деле выполняет очень важную задачу – защиту интересов добросовестного покупателя, если тот, конечно же, обратился к нотариусу с целью обеспечить свои законные интересы. Более того, этот реестр столь же эффективно защищает и законные интересы залогодателя. Судя по структуре регистрируемых уведомлений о залогах, можно сказать, что он с успехом выполняет и функцию регулирования залоговых отношений, делая их более прозрачными. Это необходимо и бизнесу, и обществу, и государству. А нотариат делом доказывает свою способность создать и развивать такие востребованные механизмы без использования бюджетных средств. Недавно аналогичный спор рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России. В нем речь шла о заложенной машине, купленной еще в 2010 году. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, при этом объяснив, что нормы ГК 2014 года о залоге не имеют обратной силы. Однако фактически решение подтверждает, что автомобили, сменившие хозяина после этого срока, попадают в программу нотариальной защиты. Реестр уведомлений о залогах движимого имущества на деле выполняет очень важную задачу – защиту интересов добросовестного покупателя, если тот, конечно же, обратился к нотариусу с целью обеспечить свои законные интересы. Более того, этот реестр столь же эффективно защищает и законные интересы залогодателя. А судя по структуре регистрируемых уведомлений о залогах, можно сказать, что он с успехом выполняет и функцию регулирования залоговых отношений, делая их более прозрачными.